Приветствую всех! Поздравляю с прошедшими праздниками, и вам, наверное, интересно, почему на канале так долго не было видео. Если нет, то вот тайм-код. На канале так долго не было видео, потому что я очень ленивый и немного подзабил. Я, конечно, дико извиняюсь и обещаю, что больше такого не повторится, но если повторится, то не серчайте. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Апокалипсис. Апокалипсис никогда не меняется. Но только не в том случае, когда это касается чувака и его пса. Мы вновь встречаем наших старых героев, психованного чувака и его горячо любимого спутника Чампа. Они чудом убежали от ядерного взрыва в конце апокалиптичных выходных. Несмотря на все, через что они прошли за последнюю неделю, у этих двоих все вроде бы в порядке. Да, похоже, в конце концов все вышло как надо. Да, Чамп? К несчастью для них, единение было недолгим. Что за тупая псина? Чувак пытался догнать своего спутника. Ему пришлось поехать обратно, туда, откуда они приехали. Ядерный гриб все рос и рос, становясь все больше по мере приближения. Однако не было радиоактивных осадков. А именно они представляют особую угрозу. Да чертова рана! Проклятие! Не сейчас! Томящийся в кромешной тьме, страдающий чувак представляет пугающие картины будущего, пошедшего не по тому руслу. Я ни о чем не жалею. Он проснулся в холодном поту. Это был всего лишь сон. Или нет? Беспокойство терзало героя. Все указывало на то... У вас все в порядке? Чертова рана в голове. Моя стервозная бывшая женушка вынудила меня это сделать. Но я думаю, я в полном порядке. Это что за дерьмо? В голове возник странный голос. Чувак понял, что чудесным образом очнулся после 11-летней коммы, вызванной радиацией. Он тут у какого-то незнакомого захолустного городка. Если он хочет найти своего пропавшего пса, ему нужно приступать к поискам. Добрый самаритянин предложил помощь. Возьмите этот фрагмент карты, он поможет вам в начале вашего путешествия. Похоже, вас ожидает напряженный день, поэтому я оставлю вас. Удачи! Всего с одним куском карты и коробком спичек наш бесстрашный герой делает первые шаги в направлении незнакомого города, который оказывается, на удивление, знакомым. Думаю, пора возвращаться к прежним делам. Надо поспрашивать местных. Может, кто-нибудь из них видел Чампа? Думаю, помочь мне не составит им труда. Думаю, спросить стоит почти каждого встречного. Может, Чампа подобрали работники приюта для животных? Опять. Так, посмотрим. Похоже, мне надо идти сюда. А когда закончу с делами, надо что-нибудь сожрать. За 11 лет голод разгулялся не на шутку. Да, загляну-ка я в Кокейшн. Надеюсь, Чампа там еще не пустили на хот-доги. Вот это, по-моему, очень даже хорошая дедукция у него сработала. Типа, надо искать Чампса, если его нет, значит, он... Его поймали... Как их называют-то? Ну, короче, его в приют посадили. А с приюта его переработали в еду. Эй, Отойдите, или вы будете следующим. Вы не видели этого Я хотел, пропавшего чтоб- пса? Эй, Эй, вам не я ж попадалась тебя на глаза спросил. эта псина? Вот дерьмо. защитник правопорядка. Странно. Может, кто-то другой Вообще-то сможет было мне обидно. помочь? Я посмотрел на тебя, как ты за 11 лет бы сохранился. Приветствую. Вы не видели этого очаровательного песика? О, боже мой! Да. Но что делать? Думаю, стоит продолжить.
Согласен, не унывать и Простите, продолжать. вы не узнаете пропавшего пса с этого фото? Черт побери. Чё, опять? Да как же до них достучаться? Почему они все боятся этого пса? Он тут какой-то демон, что ли, радиоактивный. Попал под облучение и теперь стал каким-то супер злым мутантом. Давай чё это? сюда Это- все твои деньги. Я так не Какие думаю. деньги? Я... Нет, Вот дерьмо. не на того нарвался, понял? Не буду я тебе ничего давать. Вон там еще кто-то есть. Мастер паркура. Ну, я же мастер паркура. Ну я же мастер паркура. О, забрался классно. А, ты знаешь что? А, за что? Я же... Подумаешь, деньги спер. Тебе они как будто нужны. Ну хотя... Да, думаю, нужны. Так, уже два жителя этого замечательного города на меня попытались напасть. Но у них ничего не вышло. Какой гостеприимный все-таки город прям. Если захотите куда-нибудь попутешествовать, ни в коем случае не приезжайте в Парадайз. Вас сразу же попытаются ограбить. Ну или просто пошлют. А где все вообще? Что такой город там? О, котейка. Черный, правда. Это не расизм, я просто впервые такого кота вижу. Слушайте, а ведь и вправду знакомо выглядит. Прошу прощения, а вы случаем не видели этого негодника? Какой ужас. Твою Да ж чё вы мать. убегаете? Похоже, картина проясняется. Ну, расскажи, пожалуйста, я не понимаю. Вот там церковь, кстати, была. Теперь там вышка какая-то. Эй, ты! Что ты думаешь об этом псе на фото? Черт побери. Лучше мне спросить кого-нибудь другого. Еще одного шерифа. Горячо Ну, приветствую. допустим. Скажите, пожалуйста, видели ли вы этого пса? Ужас! Да, все именно. Вообще-то так, как милый я песик. думал. Как Перед ты тем, думал? ты будешь Расскажи. дрожать от ужаса, скажи мне, что ты знаешь об этом псе, а? Это ужасно. И опять они убегают в ужасе. Надо продолжать. Вообще неплохой Эй, песик. ты, долбоящер! Ты сейчас побежишь с воплями ужаса, когда я покажу тебе это фото? Какой ужас. Как удивительно. Эй, Тебе долбоящер. лучше прямо Что за- сейчас рассказать все, что ты знаешь Я об пошутил. этом псе. Как удивительно. Я пошутил. Успокойся. Положи оружие на место. Я... Нахер иди! Так, ну здесь никого нет. Давайте заодно пойдем в приют. Но нам, судя по всему, туда. Это что, Советский Союз? Нет, это ЦКПСС. Центр по контролю поведения странных существ. Это... Ну я же говорю, Fallout какой-то. Тут реально какие-то тараканы, да, проверяются. Изучаются. Когти смерти там. Кротокрысы. Давай, собери все свое О, петушок. мужество и расскажи, что ты знаешь об этом псе. Иначе я из тебя это выбью силой, поверь. Тебе лучше поговорить с мудрецом. Он тебе все расскажет. Ну, что-то вроде вышло. Похоже, мне следует сходить к мудрецу. Ему определенно есть что рассказать. Так, где же это? Похоже, Ну, это естественно, он здесь. же мудрец. Я, кстати, ставлю ставки. То, что вот эти вот протестующие нападут на что-нибудь общество. Так, понял. Все, ну я же говорил, они... Это что это? Арсенал Хабиба. О, световые гранаты, прикольно. Как знаете, такой покупаешь напиток, а тут медпаки всякие, автоматы, бронежилеты, вообще ж классно. Ого, слон, прикольно. Я помню, я точно такого же вчера видел на упаковке чая. А этот? Ну смотри, какой красивый. А этот? Ну скажи что-нибудь. Ладно.
Да, непорядок. Что здесь делает кошка? Типа это же собаки там даже написано. Не он. М-м. Ты должно быть Ой, шутишь. это тот, Это не Чамп. это тот пес, я помню. Фас, принц, фас! Да, ты будешь жемчужиной моего гарема. А? Эй, а ты кто такой? Пушистик, взять! Похоже, здесь Чампа нет. Значит, мудрецу надо идти, он скажет что-нибудь мудрое. Ну или просто пошлет нас. Ну я же, ну это очевидно, ну очевидно же. Почувствуйте вкус свободы, мои зверушки! Как ты их освободить собираешься? А, она оказывается как открывается? О, похоже, этот великан хочет выразить свою признательность. Так, как мне пробираться? А, да, точно. Прокопаю себе путь. Вау, океанариум. Прикольно, только одна рыбка. И, по-моему, это акула. Только какая-то маленькая акула. Эти маленькие обезьянки выглядят такими О. вымотанными. Может, мне стоит дать им немного Какая-то погулять? стрёмная. Что с тобой делают? Как она еще жива вообще? Ей в мозг воткнули вообще без карандашей. Знаете, как подставка под карандаши, да? Но только тут обезьяна. Че с пистолетом? Я знаю, обычно это обезьяна с гранатой. Я спаситель обезьян. И скоро будет восстание. Заткнись. Прекрати. Восстание обезьян. Иди, мой маленький обезьян. Мсти за себя и свой род. Он что, всегда за мной теперь бегать будет? Маленький подхалим. За что ты на меня напал-то? Не толпитесь! Все Я же наоборот... восстанете. О, как много братьев. По-моему, я задел одного из них. О, Рафаэль! Почему я Рафаэля не могу освободить? Я хочу Рафаэля освободить. Прощай. Чё они ко мне-то пристают? Я же наоборот их освобождаю. И они тоже за освобождение животных. Освобождаем обезьян и не освобождаем котиков. А, может они поэтому на меня нападают? Вот, я освободил... Зря, я освободил котика. Она убивает моих подхалимов. Так, есть два входа. И обычно есть два стула, а тут два входа. Какая очередь. Ты только представь. Надеюсь, это таинственное разрекламированное мясо стоит столь долгого ожидания. А знаете что? Все-таки постапокалипсис, все такое говно, да? А ну быстро мне дали мой заказ. Кто? Откуда? Дерьмо! Охренеть, работники с собой еще и оружие Я носят. полагаю, более политкорректно будет убивать женщин и нацменьшинства в первую очередь. Какой классный перевод. А, вот он, судя по всему, да. Слишком просто. Ну а чё, все равно апокалипсис, разруха, правил нет. Я удивляюсь, как они еще выжили. Боже мой! Дикие собаки напали на ресторан! Почему? Меня это ничуть не Как удивляет. громко! И прикиньте, Чамп с таким же стал. Пёсели? Брысь! Брысь!
Вы же не будете на меня нападать. А в чем, кстати, проблема? Ах, хитрые разработчики. Славно. Ай, сколько мяса? Надеюсь, оно не из этих собак сделано. Охренеть, я же пошутил тогда. Это я ща вызову... А, вы копов. Дерьмо. Полнейшее. Я сначала... Я понимал, ну типа, зачем вам столько корма для собак, чтобы приманивать их и вот это вот делать? Эх, бедняжка. Почему, кстати, есть лысые кошки и нет лысых собак? Вот они, ха-ха. Не понял. Мне, если честно, страшно. Я, пожалуй, пойду, да? Ладно, я же, конечно, пошутил. Я, если что... Тук-тук, есть тут кто-нибудь? Эй, мудрый чел, мне нужна кое-какая информация. Вот это магия. Сучка, ты говоришь не с мудрецом, а ведешь базар с мудецом! Ты вошел в обитель Крочи, мудеца, источника бесконечной мудрости и прочего дерьма. Что за знания ты ищешь, о чел в солнечных очках? Да, я ищу пса с этого фото. Я вижу, ты ищешь легендарного Эль Перро Локо. Мало кто отважился отправиться за ним. И немногие вернулись, чтобы рассказать. А послушать есть что. К твоему счастью, специально для таких случаев у меня есть шикарный обучающий фильм. Эй, Ларри, вруби нам этот шедевр постапокалипсиса. Сейчас все будет, Кеймен. Итак, потому что я твой кореш, я должен делать всю грязную работу. Да, сейчас поставлю свою 35-миллиметровую пленку, хорошо? Эй, изображение в фокусе! Хотя мне как-то насрать. Наша история началась 11 лет назад, после того, как наш город был почти сметен с лица земли ядерным взрывом, причины которого неизвестны до сих пор. Выпали радиоактивные осадки. Это очень сильно изменило ландшафт. Сформировались определенные погодные зоны, которые располагаются вокруг места взрыва. Именно тогда потерявшийся в глуши одинокий пес вошел в город. Он искал пропитание и, возможно, свой бывший дом. Как только он проник вглубь города, высокоактивная радиация изменила его, превратив в неописуемое чудовище. Уже совсем скоро его прозвали легендарный Эль Перро Локо. Он держал выживших в ужасе годами, до тех пор, пока не отправился в центр города, в самый центр ядерного взрыва. Там он был навеки запечатан в так называемой адской дыре, и заточение его длится по сей день. Если ты хочешь найти Эль Перро Локо, то, во-первых, тебе нужно пройти по его следам, во-вторых, проникнуть в адскую дыру, и, в-третьих, достигнуть центра города. У тебя мало шансов справиться в одиночку, поэтому ты должен заручиться поддержкой различных групп, которые контролируют районы этого города. Это Майк! Это Майк! Майк! А он жив! Прикиньте, он Позволь жив. дать тебе совет, прежде чем ты уйдешь. Я чувствую в тебе темную сторону. Опасайся зловещей силы в твоей голове. Она крепчает с каждым днем. И на этой печальной ноте я с тобой прощаюсь. Удачи, сука! Зловещая сила в моей голове? Что он вообще несет? Я себя прекрасно чувствую. Не вижу здесь совершенно ничего зловещего. Ну да. Вы видели, какой модный у Крочи этот шапочка? Вообще же модный. Куда, кстати, Крочи делся? Может, он реально какой-то маг? Или просто через забор перелез? Я же говорил, он... Думаю, от этой говорящей мошонки я разузнал достаточно на сегодня. Найти Чампа не удалось. На сегодня, похоже, пора заканчивать. Я же говорил, что Чампс какой-то сверхзло от радиации стало. Надо, кстати, потом погуглить, что значит Эль Перро Локо. И что мне делать теперь? Найти Чампа не удалось. На сегодня, похоже, пора заканчивать. А как? Просто зайти в зону загрузки? Вы что делать? Давайте я вам помогу. Я нажал случайно, я хотел его пнуть. Это чё?
больше. Откуда у них РПГ? О! Вау! Прикольно. С двух рук. Ага, и левая и правая. Иха! 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 Знаете, как в Симпсонах так? Иха! Там ковбой был какой. Верни мой второй пистолет. Я хочу второй пистолет. А, вот и зона, в принципе. Ну, не та зона, в смысле, а загрузки. Похоже, я знаю, что за неделя меня ожидает. Хождение по опасным погодным зонам, радиоактивное облучение и в конце чудесное спасение Чампа. Только вот кто мне во всем этом поможет? Зачем ты сюжет предсказал? Не понял? Это что еще за чертовщина? Охренеть, за 5 зомби. Заебись. Опять Согласен. эти ребята. Но это не чертовщина, это зомбовщина. Эй, вы уроды! Пока я тут главный, у вас нет шансов пройти! Винс? Чувак, сколько лет, сколько зим, где ты был все эти годы? Отдыхал. Но сейчас я ищу своего пропавшего пса Чампа. Не ожидал, что ты мне поможешь. Слушай, парень, я люблю помогать, но давай услугу за услугу. Есть тут пара дел, где ты мне пригодишься. Разберись с ними, и я погляжу, что я смогу сделать для тебя. Пойдем, я расскажу тебе обо всем в своей церкви. Стой, у тебя есть церковь? Я знаю. А, вот ты где, чувак. Надеюсь, ты хорошо отдохнул ночью. Если честно, всю ночь напролет было ужасно шумно. Да забей, это просто эти долбаные зомби с кладбища по соседству. Как бы то ни было, добро пожаловать в церковь в виде клана, где заражаются любовью. В наших кругах я известен как Папа Дези. Охрененно большая шишка. Круто. А теперь насчет Чампа. Насчет этого всего. У меня в голове все так же торчит пуля, и кажется, временами со мной говорит чей-то голос, словно какой-то психованный двойник, который медленно захватывает мой разум и... Хватит об этом! Я расскажу тебе секрет, как найти Чампа, только сперва позаботься о некоторых вещах для церкви. Вот, держи карту. О, я знаю, принеси, подай, иди нафиг, не В мешай. церкви Не. почти закончилась туалетная бумага. Люди не хотят размазывать свое дерьмо руками. Купи срочно рулончик другой, пока тут все не засрали. Магазин вот тут. Мои парни разработали новую игрушку, которая готова покорить этот город. Доставь эти материнские платы в местный игровой клуб, чтобы публика могла ее оценить. Игровой клуб тут. Оказывается, какие-то отморозки-конкуренты пытаются эту игру сплагиатить наглым образом. Навести их и уничтожь часть их оборудования, чтобы неповадно было. Эти засранцы тут. А теперь шевели булками и не возвращайся, пока не закончишь. Мне интересно две вещи. Во-первых, почему они сами не могут украсть туалетную бумагу. Во-вторых, почему именно в материнских платах? Игры же типа на жестких дисках, не? Я что-то делаю неправильно.